Всем привет, с вами снова Айжан, и сегодня я расскажу про 5 вещей, на которые я смотрю при выборе компании для инвестиций. В этом видео есть некоторые финансовые термины, но я постараюсь объяснить их доступным языком на примере компаний, которые есть у нас в портфолио. Но прежде всего, дисклеймер. Помним, что это видео несет обучающий и развлекательный характер, и компании, которые я приведу в пример, не являются прямым советом инвестиций. Поэтому делаем инвестиции на свой собственный страх и риск. Ну а теперь садимся поудобнее и поехали. Начнем с того, что у этого анализа есть две стороны монеты. Первая – это количественный анализ, вторая – это качественный. То есть не все индикаторы, которые мы сегодня рассмотрим, имеют долларовое или процентное значение. Например, как этот первый. Итак, первый фактор, на который я всегда смотрю при выборе компании для инвестиций, и, пожалуй, самый важный, это понятная бизнес-модель. Причина, по которой я не вкладываюсь в криптовалюту или в некоторые компании, это не потому, что я считаю, что это неприбыльный актив. Я просто скорее не совсем понимаю, как это работает. Я выбираю компании, бизнес-модель которых мне кристально ясна. То есть мне очень четко понятно, каким образом деньги в компанию поступают от их клиентов. Например, я знаю, что Apple– это лидер рынка смартфонов, и что они заработали 260 миллиардов долларов в 2019 году, продавая айфоны, айпады, маки и прочие всеми нами любимые статусные гаджеты. Самое главное – это то, что, вкладываясь в компании, которые нам понятны, не только дает спокойствие души, но и возможность предугадать, как изменения на рынке повлияют на прибыльность этой компании в будущем. Короче, не следуем слепо за хайпом, а выбираем скучные, понятные нам компании. Второй фактор – это цена за акцию. Пожалуй, самый простой способ начать анализ финансовых показателей – это сравнить цену за акцию сегодня с историческими ценами. Правило, которому следую я и которое нам советует гуру всея инвестирования Уоррен Баффет – это «покупай дешево, продавай дорого». Для сравнения цены можно воспользоваться графиком исторических цен. Так, например, для компании Air Canada цена сейчас составляет 18 канадских долларов и 66 центов, в то время как только в январе цена за акцию была 50 долларов. Соответственно, сейчас ее можно купить очень дешево. Другой способ сравнить цены в случае отсутствия этого графика – это посмотреть на индикаторы, которые называются 52-week range или 52-недельный период. Так, для компании Air Canada в течение 52 последних недель нижний порог цены был около 9 долларов, верхний порог около 53. Так как наша цена 18 долларов находится ближе к нижней границе этого коридора, чем к верхней, то цене для этой компании есть куда расти, и, соответственно, ее можно рассмотреть для покупки. Но сама по себе цена за акцию ничего не говорит о финансовом здоровье компании. Это скорее больше индикатор популярности компании. То есть, чем более популярна компания, тем больше людей хотят купить ее акцию, и тем выше растет ее цена. Поэтому для того, чтобы опираться на нечто большее, чем просто ощущение на рынке, нужно сравнить эту цену с чем-то более фундаментальным. Например, с тем, сколько компания зарабатывает денег. Итак, третий индикатор, которым я пользуюсь при выборе компании для инвестиций, это PE – Price per Earnings, или цена на прибыль. Это наиболее распространенный индикатор среди инвесторов, поскольку именно по нему можно судить, переоценена ли компания или недооценена. Вообще говоря, на тему Price per Earnings пишут диссертации, но я расскажу про два простых метода оценки этого показателя. Первый – топорный метод. Чем меньше, тем лучше. Например, у компании Delta Airlines цена на прибыль составляет 3,14, а у компании Facebook 27,5. Это значит, что рынок готов заплатить 3 доллара на каждый доллар с прибыли Дельты и аж 27,5 долларов на каждый заработанный доллар Фейсбука. Несложно догадаться, какую из этих компаний раздула популярность. Меньшее значение PE – это сигнал того, что компания по факту зарабатывает больше, чем вокруг нее создано хайпа. Но, конечно, по-хорошему лучше воспользоваться вторым методом оценки этого показателя, а именно сравнить Price per Earnings индивидуальной компании со средним значением индустрии, в которой эта компания оперирует. Иными словами, нельзя взять авиалинию и социальные медиа и попытаться их сравнить друг с другом, поскольку это совершенно разные бизнес-модели. Вот, например, Facebook
хоть поначалу и с высоким PE в 27,5, оказывается недооцененным в своей индустрии, где среднее значение этого же показателя превышает 29. Также можно сравнить показатель цены на прибыль сразу с несколькими компаниями в одном секторе. Например, Delta Airlines с ценой на прибыль в 3,14, если сравнивать ее с другими авиалиниями, тоже оказывается недооцененной. Недооцененные компании – это отличные компании для вложения. Четвертый фактор, на который я обязательно смотрю при выборе компании для портфолио, это дивиденд. Здесь все проще. Дивиденд – это небольшая сумма, которую компания выплачивает из своей прибыли инвестору за то, что тот владеет ее акциями. Если вы рассматриваете вложение на более длительный срок, то я рекомендую обратить внимание на компании с высокой дивидендной доходностью. Для этого заходим на веб-сайт, который называется dividend.com, и просматриваем информацию по компаниям с самыми высокими и самыми продолжительными дивидендами. Есть компании, которые выплачивают дивиденд на протяжении больше 60 лет, например, как 3M. Есть те компании, у которых ставка по дивидендам выше 5%, например, как ExxonMobil. Напоминаю, что эта ставка выше, чем наша ставка на валютном депозите. То есть ваши акции не только растут в цене, но еще и падает приятная копеечка на счет в виде дивидендов. Кстати, многие инвесторы зарабатывают себе пассивный доход путем только дивидендного дохода. Правда, для обеспечения действительно красивой жизни в этом случае нужен большой капитал. А как оценить риск вложения? Что если компания, тем более в нынешние времена, просто возьмет и развалится? Здесь нам поможет последний, пятый индикатор – это Current Ratio или коэффициент ликвидности. Рассчитывается он как частное отделение оборотных средств на краткосрочные обязательства. Проще говоря, этот индикатор показывает, сможет ли компания расплатиться с теми, кому она должна вернуть деньги в течение следующего года. Теми средствами, которые доступны ей в форме кэша, инвестиций или инвентаря. То есть того, что она сможет вытащить из банка завтра или продать. Это отличный показатель для оценки финансового здоровья компании, особенно во времена, когда прибыль не имеет особого смысла. Не знаю, например, когда весь мир закрыли на карантин на пару месяцев, и даже у многомиллиардных компаний эта прибыль сводится к нулю. Давайте рассмотрим компанию Boeing. Коэффициент ликвидности составил 1,05. Это означает, что на каждый доллар долга у компании есть $1.05 для выплат. То есть, если завтра к Боингу постучат в дверь все его краткосрочные кредиторы, то компания без проблем сможет вытащить основные средства и со всеми расплатиться. Даже в условиях, когда весь их бизнес встал, то есть нет дополнительного притока денег. Что не скажешь о компании Delta Airlines. Коэффициент ликвидности составил 0,41. То есть на каждый доллар долга Дельты у них есть всего 41 цент для выплат. Может быть, это и послужило причиной паники вокруг компании и ее отчаянных попыток ухватить долю пирога от федерального пакета помощи. В целом же, коэффициент ликвидности больше 1 – это хороший индикатор. Это означает, что компания финансово независима и даже без прибыли сможет расплатиться со своими краткосрочными займами. На этом у меня все. Я надеюсь, что это видео было полезным. Если да, то ставь лайк и поделись этим видео с другом. Чем больше у нас финансово грамотных людей, тем светлее у нас будущее. Поэтому спасибо большое за просмотр и пока!